Здравствуйте, меня зовут Эльмира. На момент установления диагноза мне было 57 лет. Лимфома у меня довольно-таки редкая, Т-клеточная, ангиоиммунобластная, стадия 2А. Я стала ощущать слабость какую-то и усталость, но списывала это все на возраст, на большую загруженность в работе. Я считаю, что основным толчком все-таки, наверное, был коронавирус. После коронавируса через полгода у меня было контрольное исследование КТ легких, и вот там впервые мне сказали, что у вас увеличены лимфоузлы. Стала замечать, задумываться и замечать, что я стала худеть, слабеть как-то. Обратилась к другому терапевту, который, в общем-то, обследовал меня, можно сказать, полностью. Мы сдавали кучу анализов и на всякие вирусы. Ну, ничего, у меня там все было нормально. И вот уже она посоветовала мне обратиться к гематологу. Я даже не знала, что лимфоузлы лечат гематологи. Ну, вот я уже обратилась к гематологу. Сначала я обратилась в онкоцентр. Там взяли пункцию и ничего не нашли. Сказали, что у вас нет плохих клеток, будем наблюдать. 3 месяца наблюдали, а я все худела, худела. Ну, через 3 месяца я уже обратилась к другому гематологу в частную клинику, и вот она уже занялась мной серьезно. Спасибо ей большое. Анализы у меня были неплохие. Сои было в норме, но меня насторожили повышенные эритроциты, ну, что говорит об опухолевом процессе. Вот это, да, меня насторожило. Пункцию, да, когда я наблюдалась в онкодиспансере, раз в месяц я приходила, и у меня раза 2 там брали пункцию, которая ничего не показывала. А вот в частной клинике врач направила меня сделать пункцию вместе с УЗИ. И вот именно эта пункция выявила плохие клетки. И как только я пришла к ней с результатом, она тут же меня направила на биопсию. И делали мы биопсию в больнице, хирург вырезал лимфоузлы, и, в общем-то, отправили их отправили в лабораторию. Ну, я ждала результата, наверное, недели 2. После того, как я узнала результат, и прошла комиссия в нашем онкодиспансере, я там, конечно, узнала, что у меня редкая форма. Уже, ну, я читающий человек, интересующийся, я уже к тому времени все это прочитала. Уже к тому времени я разбиралась, ходжкинские, не ходжкинские, что лимфомы бывают разные. И я на комиссии очень просила, дайте мне направление в институт гематологии. Об этом институте мне рассказала врач в частной клинике и посоветовала мне ехать туда хотя бы на предварительную консультацию, а уже что там мне скажут. Мне дали направление, да, сначала немножечко так на комиссии на меня посмотрели, но я мотивировала тем, что у меня редкая форма. Просила направление на консультацию. Направление мне дали. Записалась я, и мы съездили в Москву. Там меня по новой обследовали, уже они сами, несмотря на все местные анализы, они по новой там полностью меня обследовали. И отпустили домой, сказали, ждите, ждите, мы результат вам скажем. Через 3 недели я позвонила, и мне сказали, что приезжайте, мы возьмем вас на лечение, но на дневной стационар, если вы найдете, где находиться в Москве. Я была на все согласна, сказала, да, я приеду. Я приехала, меня взяли на дневной стационар. Протокол был РАЙД 2017. Вот по такому протоколу я лечилась. 2 месяца химии, потом был перерыв, контрольный ПЭТ, который сразу показал хороший результат. Потом 2 месяца консолидации. Вот полгода я лечилась в Москве. И отпустила она меня уже домой на поддержку. Поддержка по этому протоколу 2 года. Вот я год на поддержке, и вот у меня пошел второй год. Поддержка у меня подразумевает укол раз в неделю и таблетки первые 3 дня месяца, дексаметазон. Сейчас у меня, конечно, меньшее количество таблеток, но также, в общем-то, присутствует усталость, слабость в те дни, когда я принимаю дексаметазон. И еще дексаметазон, он же вырабатывает сахар. Я, правда, держусь, у меня сахар в норме, но в те дни, когда у меня дексаметазон, повышается очень и очень аппетит. И мне говорили люди, которые также лечились со мной, тоже также они жаловались на присутствие большого аппетита, и еще хочется есть вредного, жирного.
В общем, на дексаметазоне я набрала вес. Конечно, не критично, но такого веса до лечения у меня не было. А, укол переношу нормально, он не болезненный. Можно принимать капельницу, можно уколы. Я выбрала укол для того, чтобы не быть привязанной к больнице, потому что можно просто уколоться раз в неделю и все. Капельницу довольно-таки это надо ехать в больницу, чтобы тебя капали. Единственное, что после укола у меня подташнивает. И какие бы таблетки мне не приписывали, мне они не помогают. Ну, видимо, это специфика моего организма. Хотя на лечении у меня тошноты не было. Но там, конечно, у нас была предмедикация, поэтому, в общем-то, не знаю, тошноты во время химии у меня не было. Лимфоузлы у меня были воспалены практически по всему организму. Небольшой конгломерат был у меня на шее, который врач удалил, хирург, во время биопсии. Вообще, сколько я сталкиваюсь, мне кажется, при неходжкинских лимфомах лучи не назначают, но я могу ошибаться. В основном ходжкинские лимфомы, вот читаю, вижу, слышу, говорят, что люди проходят облучение. По моему протоколу это не предусмотрено, видимо. Я, честно говоря, и не задавала такой вопрос врачу. Я задавала вопрос по поводу пересадки костного мозга, потому что вот слышала, что при неходжкинских лимфомах желательно делать пересадку. Но так как у меня все-таки возраст, задала вопрос этот врачу. Врач мне сказала, что вам не надо. Если что, я спрашивала, а если рецидив? Меня это, конечно, волновало. Будем капаться. Мне врач так сказала. Будем лечиться дальше. Во время лечения, ну, химия, конечно, она убивает все, что может убить. Я старалась, защищала тоже все, что могла защитить. Конечно, все время полоскала рот, слизистый очень сильно сжигает, защищала желудок, потому что мой протокол подразумевает большое количество таблеток. У меня были дни, когда я до 40 таблеток в день принимала. Мой протокол подразумевает дексаметазон. Я до сих пор на дексаметазоне. Он убивает иммунитет, очень сильно слабеешь. Конечно, падали лейкоциты. И были у меня дни, когда вообще я не могла сама, несмотря на то, что я была на дневном стационаре, я сама добраться не могла. Спасибо родственникам, друзьям, которые мне помогали, меня доставляли. В общем, чтобы я приняла эти капельницы. И были очень длительные капельницы, по 6 часов. Ну, лечение, конечно, тот, кто проходил, он понимает, тяжело. Что хочу посоветовать тем, кто впервые столкнулся с диагнозом? Во-первых, не паниковать, конечно. Конечно, слушать и смотреть будут те, которые будут искать информацию. И во время лечения я столкнулась с двумя категориями людей. Есть люди, которые ничего не читают, ни во что не вникают и говорят, мы ничего не хотим, вот что врач сказал, то и делаем, все. Есть, которые наоборот, читают, вникают, вступают в группы, интересуются. Конечно, я отношусь ко второй группе людей, я читала, интересовалась. И еще очень хочу посоветовать не паниковать, взять в руки себя и идти к людям, говорить, спрашивать, интересоваться. Кто-то сталкивался, что вы подскажете, искать информацию в сетях. Мне помогло огромное количество людей, вообще незнакомых абсолютно, друзья друзей. И все люди мне помогали. У нас очень хороший народ. Больницы, поликлиники, да, мы иногда сталкиваемся с равнодушием, с каким-то, с непрофессионализмом. Надо понимать, они тоже люди, и у нас есть цель идти и лечиться, поэтому нужно идти, все равно разговаривать, договариваться, искать не этого врача, так другого. Кто-то что-то все равно поможет. Все-таки, да, на моем пути тоже были люди, которые ко мне равнодушно отнеслись, но были люди, которые мне очень и очень помогли, и я им благодарна, их вспоминаю с благодарностью. И вот через YouTube хочу поблагодарить всех, кто мне помог, и друзей, и родственников, и просто людей, которые вот одним словом даже поддержали и где-то чем-то подсказали и помогли. Вот хочу посоветовать, идите к людям, идите, спрашивайте, интересуйтесь, вникайте, собирайте информацию. И все это, я считаю, выведет вас на правильный путь.
Мы стараемся для вас, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если у вас есть истории, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, пишите. Всем пока!